В предсерийном виде рамный внедорожник Tank 700 дебютировал еще в 2021 году. Считалось, что флагманский внедорожник станет третьей моделью в гамме, присоединившись к Tank 300 и Tank 500. Однако 700 пропустил вперед Tank 400. Так вот, теперь внедорожник со старшим индексом наконец представлен официально. Tank 700 High 4T дебютировал в прошлом году в дорогущей лимитированной версии за 700 тысяч юаней. Это почти $100 тысяч. Кстати, обзор на лимитированную версию Tank 700 есть на нашем канале. А теперь компания Great Wall Motor показала серийную версию гибридного внедорожника Tank 700 High 4T. Цены на него еще пока нет, но китайские СМИ прогнозируют, что флагманская модель будет стоить от 400 тысяч до 500 тысяч юаней, что в переводе с местной валюты от 56 тысяч до 70 тысяч долларов. Серийный Tank 700 High 4T лишился дополнительных элементов на кузове в виде дополнительных спойлеров на крыше, спереди и сзади, капота с воздухозаборником и агрессивного переднего бампера. Tank 700 с менее броским дизайном получит более аскетичные бамперы и решетку радиатора с горизонтальными ламелями. Хотя две модификации модели сильно отличаются внешне, их техническое оснащение схоже. Новый Tank 700 стал первым, кто получил платформу D71, как и у лимитированной версии. Рама сохранилась, но задняя подвеска у него многорычажная, появились пневмобаллоны и адаптивные амортизаторы. Размыкаемые стабилизаторы поперечной устойчивости увеличивают ход колес на отбой на 60 мм. У полноприводной трансмиссии есть понижающая передача. Пневмоподвеска с регулируемой системой демпфирования и амортизации. Ход подъема пневматической подвески составляет 120 мм, 70 мм вверх и 50 мм вниз и обеспечивает 6 уровней регулировки жесткости амортизации. Максимальный дорожный просвет внедорожника 282 мм. Из-за коротких бамперов углы въезда и съезда этой модели составляют 38 и 37 градусов соответственно. Максимальная глубина преодолеваемого брода 970 мм. Стоит отметить, внедорожник получит полный привод с модернизированной муфтой Borgwarner, которая увеличивает крутящий момент на 16% по сравнению с другими моделями бренда. Дизайн интерьера Tank 700 выглядит добротно и качественно, как и следовало ожидать от флагманской модели Great Wall. Он оснащен центральным экраном мультимедиа на 16,2 дюйма, виртуальной приборной панели на 12,3 дюйма и проекционным экраном для водителя. Центральная консоль и физические кнопки выполнены из алюминия. Обилие физических элементов управления, трехспицевый руль с лепестками переключения передач. Также в салоне предусмотрено место для 2 беспроводных зарядок для смартфонов с охлаждением. Передние сиденья регулируются по 9 уровням, поддерживают функции подогрева и вентиляции. Кроме того, передние сиденья оснащены электроприводом поясничной поддержки в 4 направлениях и поддержкой для ног с электроприводом. У задних пассажиров есть свой блок управления климат-контролем, а спинка заднего дивана может откидываться на очень большой угол. Внедорожник оснащен аудиосистемой Harman Kardon. Размер багажного отсека не указан, но его погрузочная высота высокая, ее можно уменьшить, нажав кнопкой в багажнике, и автомобиль опустится на 50 мм. Распашная пятая дверь несет на себе кожух запасного колеса, на который в центре установлена камера заднего вида. Что касается мощности, Tank 700 представляет собой полноприводный гибрид с установкой High 4T. В ее состав вошли бензиновый турбомотор V6 на 3 литра и электродвигатель с 9-ступенчатой гибридной специальной коробкой передач.
Мощность всей системы равна 523 лошадиных сил и 800 ньютон метра крутящего момента. Он способен разогнаться до первой сотни за 5 секунд. Питает электромотор неуказанная тяговая батарея никель-кобальт-марганцевая от компании Своlt. Напомним, что этот производитель аккумуляторов является одной из дочерних структур Great Wall Motor. Трансмиссию и электромотор компания также делает своими силами. Производитель сказал, что на чистом электричестве внедорожник способен проехать 100 км по китайскому циклу CLTC. Также производитель заявил, что средний расход топлива на 100 км равен 10,9 литра. Но с таким двигателем модель не призвана быть экономичной. В зависимости от варианта оснащения и комплектации, снаряженная масса Tank 700 лежит в диапазоне 3110 до 3195 кг. Полная масса всегда равна 3630 кг. Крупный внедорожник может буксировать за собой прицеп массой до 2500 кг. Это самая крупная модель бренда Tank на сегодняшний день. Его длина 5090 мм, ширина 2061, высота 1952, а колесная база равна 3000 мм. На внедорожник устанавливаются крупные 22-дюймовые колеса. Рыночный дебют серийного Tank 700 High 4T в Китае ожидается в первой половине текущего года. Цены и полные характеристики будут известны позже, ближе к старту продаж. В Китае Tank 700 будет предлагаться только с гибридной силовой установкой, однако для экспортных рынков готовят чисто бензиновую версию. Под маркой Tank продаются не только премиальные, но брутальные внедорожники, что подразумевает не только качественные материалы отделки салона, но и премиальный уровень сервиса. В будущем бренд Tank будет полагаться на надежные технологии и качество, чтобы продолжать создавать более качественные внедорожники для клиентов и активно способствовать развитию автомобилестроения Китая на мировом рынке, сказали представители компании. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.